Долгие годы я мечтал о 3D принтере, но не было достаточного количества идей по их применению, поэтому я не решался отвалить за них приличную сумму. Так были какие-то приколюхи в голове, но этого недостаточно. Но шли годы, и в последнее время многие топовые блогеры начали имплементировать 3D-печать в свои видео. Да, зачастую это рекламная интеграция, но все же, сам факт того, что 3D-печать закрепляется в общественном сознании как нечто повседневное, не может не радовать. За последние несколько лет 3D-печать сделала огромный рывок в своем развитии, и все благодаря одной компании, Bambu Lab, которая сделала 3D-печать не только быстрой, качественной и удобной, но также и стильной. Вы только посмотрите на дизайн их устройств и на их интерфейсы. Волею случая в моем распоряжении оказался этот принтер. И этот. И то тоже. Конечно, с потребительской точки зрения такие махины вообще не нужны. Конкретно этот принтер мало кому понадобится в принципе. Существует множество видов 3D-печати. Люди научились печатать даже дома при помощи специальной смеси. Но давайте все-таки обсудим основные потребительские виды. Возьмем два принципа печати – FDM и SLA. В случае FDM принтер наплавляет материал послойно друг на друга. По такому принципу работает большинство потребительских моделей, наплавляя пластик. Но самого пластика существует множество видов. Помимо обычного, например, матовый пластик, или же пластик с вкраплениями карбона. И данный вид подходит в большинстве своем для печати функциональных частей, но можно использовать и для художки. SLA, в свою очередь, послойно засвечивает фотополимерную смолу, отчего та затвердевает. Эта печать используется преимущественно для художественных целей, так как в процессе печати создает меньше косяков и наплавлений, и также позволяет в большую детализацию. Конечно, для функциональной печати ее тоже кто-то использует. Привет, сплайн. Но все же смола намного более хрупкая, чем пластик. Так для чего это нужно? Да для всего, что придет вам в голову. Мне нравятся мышки с док-станцией. Но проблема. Моя рабочая мышка MX Master 3S использует USB-C. Магнитный кабель, конечно, улучшил ситуацию, но это по-прежнему просто провод, который с такой же легкостью падает под стол. Мне даже не пришлось изобретать велосипед. В настоящее время существует правило: если ты об этом думаешь, значит на это уже есть 3D-модель. И у каждого производителя принтеров есть свои сайты, на которые ежедневно грузятся 1000 моделей юзеров под любую задачу. Так я нашел док под мою мышь, держащий провод. Теперь после работы я ставлю ее на место, и она заряжается. Или вот. Когда я сижу за компом, мой телефон нередко выдает такое. И как бы в чем проблема? Заряди. Но шнур дотягивается только до края стола, поэтому каждый раз, когда пишут, нужно перевтыкать кабель. MagSafe решает задачу, но сам по себе может укатиться, поэтому я распечатал такой удобный держатель. Теперь я просто ставлю телефон на зарядку, пока его не использую. А что делать, если ваша модель настолько специфична, что ее не удается найти в интернете, либо те, что находятся, выглядят, так скажем, прагматично? На помощь приходит Fusion 360. Программа имеет студенческую подписку, поэтому по сути бесплатно, а количество видеоуроков уж точно покроет минимальные нужды. Самый прикол в том, что 3D-печать можно использовать для улучшения собственной 3D-печати, ну или скорее работы с принтером. Порой бывает такая проблема, что с завода катушка плохо намотана и постоянно вылезает ошибка, так как принтер не может вытянуть пластик. Или же возникают проблемы с прокруткой катушки в системе смены материала из-за слишком сильной адгезии определенных роликов с самой катушкой. Помочь может эта мудреная штука для перемотки филамента, которую я нашел на сайте 3D принтера. И конечно же, само комьюнити сделало миллион ремиксов на эту модель для того, чтобы покрыть все нужды. Вот, например, полностью автоматизированный перемотчик. Правда, запар слишком много, да и сторонних расходников. Поэтому мы можем еще поискать и найти насадку на ту же машинку, но полуавтоматическую. И теперь вместо ручки мы можем без проблем использовать дрель. Внутри многих слайсеров, это специальная программа для подготовки модели к печати, имеется функционал ИИ-моделирования. Вы кидаете фотку, немного ждете и получаете модель. Это, конечно, просто игрушки, качество и детализация хромают. Да и сайты с продажей моделей теперь забиты подобным ИИ-слопом. Если не умеете скульптинг, можно просто выбрать готовые. Например, этот Leon или To-Be, оба напечатаны на FDM. Детализация не такая хорошая и имеются косяки. Да и пришлось запариться с нарезкой модели, чтобы поддержки не испортили печать. Но даже на самом простом принтере при достаточной усидчивости можно получить хороший результат. Но не все так радужно, ведь эти штуки постоянно ломаются.
Нормальная практика в 3D-печати – постоянно вылетающие ошибки. Забилось сопло, экструдер начал печатать спагетти, затупили мозги, или, как на этом куске технологии, инженеры просчитались, и при печати ABS идет столько жара, что могут сгореть мозги у этой системы смены пластика, а запасные стоят 15 косарей. Так что теперь я вручную меняю пластик. Никому его не советую. Настолько часто тупит и запарывает печать просто ужас. Иногда из-за затупа мозгов автовыравнивание может пойти криво, и в лучшем случае вы получите кривой первый слой и запорите внешний вид модели. В худшем он будет пытаться опустить сопло ниже уровня стола, тем самым буквально прорезая его. Тут, после покраски пары моделей, напечатанных пластиком, ко мне пришла идея купить фотополимерный принтер. Как раз была приятная акция на комплект принтера, плюс камера промывки и дозасветки, плюс 2 литра смолы. Отдельно пришлось еще докупить изопропиловый спирт для отмывания готовых деталей от смолы. Здесь уже простой заправкой пластика и нажатием кнопки не обойтись. Перед началом печати нужно расставить поддержки, можно автоматом, но желательно вручную. Нарезаем модель, надеваем перчатки, маску, взбалтываем смолу и заливаем в ванночку. Накрываем крышкой и жмем печать. Спустя определенное время получаем такой результат. Откручиваем стол и шпателем снимаем модель. Кидаем на пару-тройку минут спирт, убрать излишки смолы. Существует смола, смываемая водой, но когда наступают скидки, цена на обычную выходит почти в 2 раза дешевле ее. Окончив со спиртом, ставим на дозасветку. Осталось лишь обработать шероховатости и покрасить. Поначалу я, конечно же, использовал самые дешевые акрил и кисти. Такого набора может вполне хватить. На данный момент у меня уже есть аэрограф с компрессором и куча красок конкретно для моделизма. Но это просто вопрос удобства. Качество можно достичь и простой кистью, а порой и сделать лучше аэрографа. В конце концов, 3D принтер в большинстве своем это хобби и удобство. Печатая штуки, которые вы можете купить, вы редко сэкономите, а зачастую потратите на печать пластиком столько же денег, сколько и на готовый продукт из металла. В общем, советую попробовать, не разочарует. Спасибо за просмотр.